сад наш уже больше чем трехвековую историю имеет, да, 303 года ему исполняется в этом году. При Петре, когда он основал оранжереи, здесь не было, строились они в основном в 19 веке, во второй половине 19 века, после того, как сад получил в 1823 году статус императорского, более активное финансирование, когда стали организовываться экспедиции в разные концы света, вот под растения привозимые оранжереи и строились. Конечно, в военное время коллекция пострадала довольно-таки серьезно, но, в принципе, в послевоенные годы, с 46 по 48 год, довольно много растений вновь было завезено, и коллекция восстановлена. На данный момент порядка 10 тысяч видов у нас представлено в саду. Мы же посмотрим с вами те растения, которые в самых жарких регионах нашей планеты произрастают, тропический маршрут у нас с вами. И начинаем мы его с вами с папоротника. Вообще одно из древнейших растений, которое дожило до наших дней. Еще с каменноугольного периода они сохранились, на который пришло время расцвет, когда гигантскими вырастали, давали много биомассы, но и как раз таки каменный уголь нам, получается, это получился вот остатком древнейших как раз таки папоротников. Но сейчас могут не маленькими вырастать, ангиоптерис, например, или гигантский папоротник называют, произрастающий в Северной Австралии. Свою ваю называется сложный большой лист, да, как у пальмы, например, может формировать длину метров до 8 приблизительно, ширину метров до 2 при этом будет вырастать. А рядом с ангиоптерисом мы с вами увидим циготию. Циготия вот такая своеобразная иллюстрация того, почему не все виды папоротников до наших дней дожили, хоть их больше 13 тысяч видов различают, тем не менее, да, главная причина заключается в том, что климат на планете изменился, стало холоднее, и вот этим самым опушением себе тепло папоротники будут сохранять. Примерно на 6 градусов ниже температуры сейчас, чем была в каменноугольном периоде в целом по планете. Вы также помните, что папоротники это растения не цветковые, размножаются спорами. Так, здесь представлены папоротники эпифиты. Эпифитами при этом называться будут растения, которые произрастают, а других паразитировать на них не будут. Так, например, вот та же самая дренария, она родом из Центральной Африки. А главон в Юго-Восточной Азии произрастает. Объединяет их то, что формирует воронки из листьев, внутри которых вода скапливается, и органический мусор вроде опавших веточек, листьев, все это перегнивает, и для папоротника в итоге становится как раз таки питанием, то есть такое автономное они формируют, дерево вредить никоим образом не будет. Подним селот, тоже одно из древнейших растений, довольно примитивно, даже называют примитивным папоротником, но и действительно, мы видим здесь с вами стебли, ну вот, собственно, и все. Листьев нет, корневая система отсутствует тоже, поэтому, то есть, как бы, ему нет той точки, где он укореняется, соответственно, если мы его сейчас, грубо говоря, переворачиваем вверх ногами, значит, растет вверх ногами. То есть, ему, по сути, без разницы, поэтому на любой там ветве будет себя тоже довольно комфортно он чувствовать. И как саговники, например, или цикус еще называется. Цикус от греческого тикос название происходит, переводится как пальма. Вот, то есть называется пальма. Выглядит тоже довольно сильно в нее похоже, на самом деле никакой даже не родственник пальмы. Саговник это древнейший предок и родственник тех же самых хвойных, например. Ну вот шишки вы видите. Вот шишки, которые не маленькие, как можем заметить, они до 2 метров размеров могут вырастать, при этом около 20 килограммов веса. При этом самая последняя молодая шишка, она вот вертикально так выросла. То есть те, которые уже опускаются, это более старые. При этом интересное свойство в том состоит, что ствол не древесины сформирован саговника. Снаружи остатки отмерших листьев, внутри крахмал. Порой будет основой питания на островах океане, некоторые саговники по этой причине хлебным деревом. А вот этот у нас первый уголочек, начало оранжереи, отведено африканским суккулентам, среди которых вот то, что мы дальше вот можем зависеть от той стороны, все, что напоминает нам кактус, на самом деле молочай. Ну, прежде всего, молочай и кактус это не родственники, но даже больше того, в принципе, в Африке никогда кактус не произрастал. Кактус растения американского происхождения, в Африке уже человеком было занесено. Так вот, получается, у нас молочай могут выглядеть подобным образом, а могут совершенно иначе. Вот здесь, например, молочай тирукали, вот такие гладкие побеги. Под ним с колючими побегами молочай лилии. Совершенно разный внешний вид, а одно общее свойство они имеют. Все представители семейства молочайных ядовитые растения. С Мадагаскара бутылочное дерево пахиподиум, в котором влага в стволе, соответственно, будет накапливаться. Под ним дидерия тродя, такой каждый побег метра 2 может где-нибудь вывести. Можно заметить, что довольно мощные колючки будут на дидерии. Потом еще вертикальный ствол дает довольно сильно ветвящийся, вот, примерно такого вида будет. Это алодия, родственница дидерий. Мы понимаем, какие цветоки получаются из растения. И из толстянки, вот тоже семейство толстянки, вот растения довольно часто в Африке встречаются. Каланхоя, например, эониум, вот такие эониумы у нас будут. И сама толстянка, расового полотня, или денежное дерево, Теловидная форма это алоэ могут быть не маленькие, метров 10 высотой, даже выше бывают, будут доминантами в природной среде являться. И можем заметить, как алоэ будет цвести.
такая дальняя родственница. А здесь же дальше переходим уже в Америку. Здесь нам, конечно, больше всего снится кактус. А вот, например, шарообразные кактусы, которые называются эфинокактус, они родом из Мексики.